Привет, друзья! Рада вас видеть на уроке русского языка. На нашем быстром уроке мы научимся говорить, что мы делаем что-то не первый раз в жизни с помощью разных слов и разных конструкций. Готовы? Начинаем. Конечно, мы можем просто-напросто сказать: я не первый раз это делаю. Я уже это делала, я знаю, как это делать. Но этот урок ориентирован на то, чтобы расширить словарный запас и дать примеры того, как мы можем выразить одну и ту же мысль. И первый способ, первое слово, которое используется в русском языке для выражения идеи не в первый раз, это не впервой. Например, мне не впервой общаться лично с клиентами. Мне не впервой ехать на машине целую ночь. Мне не впервой работать в ночную смену. Это выражение более разговорное, более характерно для устной речи, чем для письменной. То есть в текстах скорее мы не встретим такого выражения. Я говорю о публицистике, о научных текстах, а не о диалогах в художественной литературе, которые отражают разговорную речь и где могут встречаться эти конструкции. Следующее выражение, второе. Не привыкать. Кому-то не привыкать к чему-то. Например, нам не привыкать к трудностям. Им не привыкать к опозданиям работников или к недовольству работников. И как показывают эти примеры, нам не привыкать часто используется в предложениях с негативным значением, когда имеется в виду, что что-то происходит негативное не первый раз. Им не привыкать к проблемам. Им не привыкать к недостатку сна. Следующее выражение. Кому-то что-то не в новинку. Например, им не в новинку самим составлять план проекта. Мне не в новинку заниматься оформлением документов. Эти примеры показывают, что кому-то что-то не в новинку имеет чуть более литературный стиль. И часто мы говорим это слово в профессиональной сфере, когда говорим о работе, о каких-то умениях и навыках, которые мы уже использовали. Им не в новинку программировать. Вам не в новинку разрабатывать новый проект. Близко по конструкции выражение это кому-то не в диковинку. Например, им не в диковинку разрабатывать этот проект шаг за шагом. Нам не в диковинку объяснять все нюансы контракта нашим партнерам. В моем восприятии выражение «нам» или «кому-то что-то не в диковинку» используется достаточно редко. И если кто-то говорит так, для меня лично это показывает, что у человека широкий словарный запас, что он умеет использовать разные слова языка для выражения своих мыслей. Я, к сожалению, это выражение не использую. Следующее выражение. Такая целая конструкция, я бы сказала. Это для них или для кого-то
привычное дело. Например, работать в ночную смену для них привычное дело. Готовить для большой семьи для нее самое привычное дело. Рассказывать перед камерой о проекте стало для них привычным делом. Следующее выражение. Кому-то что-то хорошо знакомо. Например, мне эта программа хорошо знакома. Им хорошо знаком этот проект. Выражение, которое имеет абсолютно нейтральную коннотацию, его можно использовать в разных текстах, в письменной речи и в устной. Заключительное выражение на сегодня – это для кого-то что-то не ново. Не ново – это краткая форма прилагательного в среднем роде. И мы используем эту конструкцию как целое. Например, для них это не ново. Они уже сочиняли музыку для песен. Для них это совсем не ново. У них большой опыт работы в шоу-бизнесе. Здесь во всех этих конструкциях стоит обратить внимание на одну особенность, что существительное, то есть человек, о котором идет речь, не стоит в форме именительного падежа. Нет, мы используем почти во всех этих конструкциях дательный падеж. То есть мы говорим о том, что действие или характеристика, состояние направлено на кого-то. Как, например, мне не впервой, не то, что я первый, а мне, кому мне не впервой. Это состояние направлено на человека. Или мне не в новинку, опять то же самое, это ориентировка на кого-то. Или для нас это не ново. Нам это привычно. Во всех этих ситуациях, во всех этих примерах мы говорим о состоянии, которое ориентировано на кого-то. Это, с моей точки зрения, такой интересный языковой нюанс, языковая особенность. Друзья, если это видео было для вас полезным, пожалуйста, поделитесь этим видео с теми, кто изучает русский язык. Я благодарна вам за все слова поддержки и добрые комментарии, которые вы оставляете под моими видео. Это очень много для меня значит. До встречи на следующих уроках. До свидания!